Всем привет, друзья! Всем привет! Ну что, очень красивое, раннее, солнечное утро выходного дня. И как вы видите, конечно же, нам дома не сидится. И мы выбрались на подводные поиски с металлоискателем. Посмотрите, друзья, сегодня мы всем составом. С нами наш маленький подрастающий охотник за сокровищами. Скажи всем привет! Всем привет, пупсики! И посмотрите, сейчас я покажу, куда мы с вами выбрались сегодня. На этом озере мы уже занимались поисками раза 3-4, но мы всегда двигались как раз-таки вон в том направлении. А сегодня, посмотрите, будем погружаться вот именно здесь. Сейчас я выйду, попробую показать вам. Вот здесь такое маленькое укромное местечко. Водичка, как вы видите, очень прозрачная. Я не знаю, я всегда говорю прозрачная, а потом, по идее, вон там всегда мутная. И смотрите, друзья, вот в этой вот стороне центральный пляж. Пока с утра никого нету, я попробую здесь погрузиться и двигаться в сторону центрального пляжа. Я там еще ни разу не был. Вы представляете, да, к чему я? Что, возможно, сегодня что-нибудь удастся хорошенькое заснять, найти и, конечно же, вам показать. Сегодня мы будем использовать подводную систему NEMA от фирмы Blue 3. Все, друзья, не затягиваем и подготавливаемся к подводному погружению. Погнали! Ну что, друзья, я полностью приготовился к подводному погружению. Показываю, сколько температура у нас водички сегодня. Посмотрите, друзья, 15, если я не ошибаюсь. Понимаете, да, это уже ого-го. Скоро надо будет переходить на неопреновый гидрокостюм. Все, хороших мне сигналов под катушку. Погнал! Друзья, я еще раз рад всех приветствовать на нашем канале, и на этот раз прямо из-под воды. Сегодня я буду использовать металлоискатель от фирмы Minelab, который называется Manticore, а также подводная система, с помощью которой я дышу под водой, называется NEMA от фирмы Blue 3. И пока я настраиваю дополнительные функции, хотел бы еще раз уточнить, как все будет происходить. Так как под водой обычно находок бывает немало, и дабы не затягивать видео, я всегда буду показывать только самые лучшие находки, те находки, которые удалось заснять, на мой взгляд, более-менее неплохо, и по традиции я всегда буду показывать самую первую находку, какой бы она ни была. И первая находка сегодняшнего погружения – это рыболовная снасть в виде грузила. Долго ждать не пришлось, и уже примерно через 20 минут нам попадается первое ювелирное изделие в виде женской серьги. Изначально я подумал, что это золото, так как серьга желтого цвета и очень сильно блестела, но рассмотрев украшение повнимательней, понял, что, к сожалению, это бижутерия. Следующий момент был немного необычным. Когда я начал извлекать находку под катушкой, боковым зрением я заметил что-то блестящее слева от меня. И изначально я подумал, что это кольцо. Но когда взял в руку, оказалось, что это действительно кольцо, но, к сожалению, от брелка для ключей. И вторая находка практически на одном и том же месте, к сожалению, кусочек мятой фольги.
Следующая находка залегла чуть глубже обычного на дне озера, и чтобы ее извлечь, мне понадобилось немного больше времени. Но зато находка очень порадовала, и нам попадается большое красивое серебряное кольцо 925 пробы. Зачет, друзья, зачет. Кольцо действительно очень красивое, и оно благополучно отправляется в нашу хабарницу. А если и вы хотите стать обладателями такой удобной хабарницы для подводного поиска, переходите по QR-коду, который появится на экране, или также вы можете воспользоваться ссылкой, которую я оставлю в комментариях. Для обнаружения следующей находки мне не понадобился металлоискатель, так как я заметил ее своими глазами. И это красивое украшение на руку в виде одного крыла бабочки с магнитом, которое соединялось с таким же украшением, вероятнее всего для лучших друзей. Следующая находка снова порадовала, и нам попадается красивый серебряный анх, древнеегипетский символ жизни, 925-я проба. Зачет. На этот раз нам попадается огромное мужское обручальное кольцо, и такие находки всегда заставляют сердце биться быстрее, так как изначально я подумал, что это крупное золотое кольцо, но, к сожалению, рассмотрев повнимательней, понял, что это бижутерия, сделанная из нержавеющей стали. Следующая находка довольно-таки редкая, и нам попадается огромная монета 5 немецких марок 1980 года. На этот раз нам попадается очень красивое безразмерное серебряное кольцо 925 пробы.
Кладу его в хабарницу и проверяю катушкой на том же месте, чтобы убедиться, что больше ничего не осталось. Буквально чуть-чуть левее срабатывает еще один сигнал. И на этот раз попадается монета Швейцарии 1/2 франка 2014 года. Друзья, и как я вам не раз уже говорил, для меня подводное погружение – это не только поиск. И я восхищаюсь каждым моментом подводного мира. И на этот раз мне повстречался забавный маленький рак, с которым я поздоровался, рассмотрел его повнимательней, отпустил, и мы каждый пошли своей дорогой. Озеро не переставало радовать своими сокровищами, и на этот раз нам попадается очень красивая серебряная подвеска с изображением знака зодиака рыбы, 925-я проба. Следующая находка – красивая маленькая женская серьга, но, к сожалению, снова бижутерия. На этот раз попадается маленькое женское кольцо, но, к сожалению, бижутерия, выполненная из алюминия.
Да, друзья, ничего не поделаешь, но в очередной раз нам попадается красивое женское кольцо и, к сожалению, снова бижутерия. А пока я рассматривал нашу находку, ко мне подплыла небольшая стайка огромных окуней. Конечно, я не смог упустить такую возможность и с любопытством рассмотрел их поближе. Они, в свою очередь, без страха наблюдали за мной с таким же интересом, кружили вокруг меня, не отплывая далеко. Следующая находка – монета Турции, 25 куруш 2019 года. Кладу ее в хабарницу и проверяю катушкой на том же месте, чтобы убедиться, что больше ничего не осталось. Срабатывает какой-то странный сигнал, по моему мнению, очень большого объекта. Я слегка попробовал проверить пинпоинтером, но это было бессмысленно, поэтому я оставил эту затею. И то, что я увидел дальше, было максимально странно. Внезапно из какой-то дыры начал выходить воздух. Скорее всего, этот большой предмет мог быть огромной бочкой, в которой находились какие-то подводные обитатели. Услышав меня, они начали шевелиться, и поэтому пошел этот странный поток воздуха. На этом странности не закончились, и нам попадается очень необычная находка – жесткий диск от лаптопа фирмы Samsung. Конечно, он лежит тут давно, и его состояние такое, что, скорее всего, уже не удастся узнать, что на нем записано. Смотри, жесткий диск скинутый, по-любому с какой-то важной информацией. Никогда не знаешь, что можно найти на дне озера, и следующей находкой нам попадается целая бутылка яблочного вина. А вслед за вином еще и женская губная помада. Смотри, ну тут на центральном пляжу всего, о, смотри, бутылочка какая-то,
И, пожалуйста, помада. Нате, здесь оставляю. Погнал дальше. Идем смотреть. Ух ты. О, целая бутылка. Закрытая чего-то непонятное. Вот тут что-то написано. Что тут? Стенджер. Может, какой апфельвайн. Вино яблочное. И помада. О, еще одну. Ох ты. Так, ух ты. И тоже целое. Ничего себе. Так, мне самое главное не затопить себя. Оба. Оба. Нормально кто-то отдыхал. Вот так находки у нас сегодня шикарные. Количество и разнообразие находок зашкаливало. Нам попадались рыболовные снасти, такие как кормушка, резиновая рыбка твистер, и еще один твистер. А вот, например, дорогие солнцезащитные очки от фирмы Ray-Ban, которые очень понравились моей жене. Ну и вдобавок для полного разнообразия весло от надувной доски. Я видела, как ты с этим веслом прям вот тут вот тебя было видно под водой. Смотри. Блин, у меня некуда складывать, смотри. Весло. Очки. Ого. Вот, блесна. Фокс. Ладненько, пошел еще, посмотрю, что тут есть. Очень мутно. Где не намутил, там еще проверю. Погнал. Попадаются еще одни солнцезащитные очки. Следующая находка – интересное украшение на веревочке в виде птичьего пера. Находки не заканчивались. Я продолжал извлекать из дна солнцезащитные очки, рыболовные снасти, а вокруг меня все так же продолжала кружить стайка уже мне знакомых окуней. Заключительная находка сегодняшнего погружения – красивая рыболовная снасть в виде блесны. Пора всплывать. Ну что, донырялся, устал, ну и очень интересно в такой мутной воде. Ну вы уже увидели, да, сколько у меня здесь вон всяких разных находок. Ну и плюс показываю хабарницу, как всегда. Полная, друзья. Все, сейчас выходим на бережок. Ключ и оптик. Немножечко отдыхаем.
все раскладываем красиво и показываем, что удалось найти. Погнали. Ну что, друзья, нанырялись, напогружались, накайфовались. Очень сегодня понравилось. Во-первых, тепло. В следующий раз уже столько поддевы не буду поддевать, потому что даже под водой, друзья, жарко. Второй моментик. Наконец-то проснулись рыбки. Вот такие здоровенные окуни сегодня были. Я не знаю, удалось мне что-то на GoPro-шку заснять или нет, но вы уже видели. Следующий момент. Самые разнообразные находки. Очень много. И весло попалось, и жесткий диск попался. Куча очков, какие-то рыболовные снасти. В общем, все кроме золота. Смотрите, друзья, вот так вот мы красивенько разложили все. Показываю. Так, ну начнем с драгматериала. Посмотрите, ну что это такое? Это не просто сокровище, это уже сундук целый. Так, начинаем с драгметалла. Друзья, вот это вот все, это серебро. Смотрите, вот такое здоровенное колечко, прикольное. Смотрите, там еще вкрапления каких-то камушков таких синих. Мне уже что-то подобное попадалось, и не раз, друзья. Вот такое безразмерное колечко, тоже серебро. Стопудово почистится и очень красивая будет, я уверен. Подвеска, знаки зодиака, рыбки в этот раз. Прикольно, давно рыбки, по-моему, не попадались. По-любому где-то проба есть. И вот такая, друзья, прикольная штучка попалась. Крест. Я не знаю, ты знаешь что-нибудь по поводу таких вот крестов? Я, друзья, не разбираюсь, пишите в комментариях. Да, что-то, по-моему, тоже с египетского. Тоже серебро, вот здесь вот какие-то там иероглифы, то ли. Ну, почищу, покажу. О, вот, наверное, проба. Смотрите, снизу квадратик какой-то вдавленный. В общем, 4 серебра. Смотрите, сколько бижутерии. Просто куча. Вот такое вот колечко, друзья. Вот такая сережка женская, вся ржавая. Это от брелка на ключи, знаете. Потом вот такое здоровенное кольцо бижутерия. Ну, это база. Частенько попадаются. Смотрите, вот такое кольцо с камушками, медное, к сожалению, тоже бижутерия. И еще одно кольцо вот такое, тоже медь. Сережка, очень много бижутерии, друзья. И все вот такое кривое, ржавое. Бабочка вот такая. И смотрите, это опять, вот недавно мне попадалось с друзья Best Friends. Это тоже магнитик. То есть что-нибудь ну, железа нет у нас никакого. В общем, это магнитик 100%. Ну-ка, где у нас металлическое есть что-нибудь? О, видите, вот, приклеилось. Это магнитик. Так, смотрите дальше. Куча очков, друзья. Вот эти, жена говорит, почищу. Если не будет царапины, буду носить. Потому что это Ray-Ban. Ray-Ban, и она говорит, это настоящие, потому что вот здесь вот между глаз, где, видите, там Ray-Ban и еще номер. 5002. Но они могут быть даже не поцарапаны. Если человек не поцарапал, они просто слетели и грязненькие. Еще вот очки с такой вот висюлечкой. Дальше жесткий диск, друзья. Samsung по-любому кто-то скинул. Какая-то важная информация. Что еще не показал? Вот эта штучка для губ женская. Куча просто всяких разных рыболовных снастей. Кормушки, курилка. Вот такая интересная, суперская, просто такая синяя, красная, разноцветная, резиновые рыбки, грузила. И еще вот такая вот штучка, перо. В общем, посмотрите, да, круто. Что еще не показал? Монетки, вот какие-то тут совсем другой страны. Не Германия, я не знаю, вон, смотрите. 1/2 КР, 2014 год. Потом вот еще что-то такое. Рубис или Курус. Курус, что ли? 25 Курус. И вот такой дядька. И вот 5 марок попалось. Марочка, 50. И по ходячкам. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 евро. Отлично. 20 евриков. Ты не показал еще напитки. И еще не показал напитки. Это Apfelwein, друзья. Это целые, они даже не открытые. Вот, пожалуйста. И тут вот что-то написано Apfelwein. Ну, здесь оставим, может какие-то люди придут, которые знают, что это за бренд, и заберут. И еще, друзья, хочу показать вам такой прикол. Сейчас покажу, смотрите. Достал на глубине весло. Я хотел его забрать, так как у нас надувная доска есть. И это уже, наверное, может 4-е мое. У меня уже очень много весел, поэтому оставлю, может кому-то больше понадобится. Но что я хотел показать, я вот в воду засунул. Посмотрите, прям на весле икра, друзья. Вы видите? Покажи мне. Икра. Вот. Я не знаю, как рыбки это или не рыбки. Ладно, давайте сделаем так. Отправим поглубже. Вдруг успеет.
вдруг успеет она там на глубине, ну, разродиться, или как это говорится, по рыбьему, я не знаю. Все, друзья, вот такие у нас приключения. Я считаю, что сокровища мы точно нашли сегодня. Очень понравилось. Здесь самое главное, ну, беда такая, что когда начинаешь копать, очень много мути поднимается, и ты должен оттуда уходить и по кругу, пока вот весь вот этот участок не замутил, я, собственно, и не вышел. Все, друзья, будем заканчивать наше сегодняшнее такое видео. Нанырялись, напогружались, накайфовались. Поедем домой. Всем говори пока-пока. Пока-пока. Пока-пока, друзья. Пока-пока. Пока-пока.